He can throw his spoon on your face. Может запустить в вас ложкой, если под руку попадется. So if we study homeopathy, we know the best time to meet people. Поэтому, если мы знаем хорошо гомеопатию, мы поймем, в какое лучшее время встречаться с разными людьми. So when the child is growing more and more, he also shows the progress of deformity of kidneys, liver, the apis patient. У детей, пациентов апис, if it is not rectified, если ему не полечить вовремя, то у него дальше будут развиваться отклонения в развитии почек, kidneys, liver, печени, brain, nerves, нервов, мозга. So it will be, you have to observe, you have to ask. In the first sitting, you may not know. In the first sitting, after 2 or 3 sittings, you may know. Then he says, oh, first my urine was yellow, then it starts burning, then it became red. All this sequence, if you know, then you will be more. Обычно таких пациентов трудно распознать за первый прием, но на второй, на третий прием вы уже будете наблюдать. Сначала он вам скажет, что ему трудно писать, потом он скажет, что у него жжение, когда он писает, потом скажет, что у него там кровь появляется. И станет более ясной картина. Then if you are more confident when you give the drug, if he comes, тогда, когда вы уже чувствуете какую-то уверенность, тогда можно дать это. You can't be confused when he come and says, "Oh, nothing is good. Nothing was better to me." If he says, не впадайте в уныние, если он придет и скажет, мне вообще ничего не помогло. Ну, в смысле, когда вы ему дадите препарат, если он придет и скажет, мне ничего не помогло. he has a peculiar sensation like pricking with needles. Pricking with needles. Needles, you know? Pricking with needles. Да. У него бывают такие странные ощущения, как будто его покалывают иголочками. So when we are taking case, if he says leg pains, we write only leg pains. Then you should ask, the pain means how you are feeling. One more time. When you are recording the case, if the patient says, I am having pains in my legs, you write pains in the legs. Then next you have to ask the pains. Поэтому очень важно, когда вы составляете кейс, не просто спрашивать, где у вас боли. Если человек скажет, что у меня боли там, то вам обязательно написать нужно, какого рода боли. Which kind of pain? That is most important in homeopathy. И этот симптом, то есть вот это характер боли, он гораздо важен, чем сам симптом боли. Боль бывает разных видов. Антон, посмотри терень, пожалуйста. So many versions are there during pain. So we have to ask. Pulsating, pricking. Just a minute. Also shooting. Yes. Итак, записывайте виды боли, пожалуйста. Пульсирующая, покалывающая, колющая боль. Пульсирующая, колющая, сжимающая. Ripping, pulling. Да, хорошо. Dragging, tearing.
Пульсирующее, колющее, сжимающее, давящее, hammering, shooting, тянущее, разрывающее, piercing, stabbing, хаммеринг, стучащее, да? Ну, это в голове бывает. Стучащее, пронизывающее, стреляющее, stabbing, stabbing with knife, says like. режущее. Все успели написать? Я еще раз перечисляю. Пульсирующее, колющее, сжимающее, давящее, тянущее, разрывающее, стучащее, пронизывающее, стреляющее, режущее. Ой, боже мой. Sorry. He feels like piercing with hot needle. Itching. I have itching pain in my throat. Itching. Почесывающаяся боль у меня в горле, я говорю. Okay, here he feels like piercing with hot needles. In Apis. Apis. И в Аписе будет боль, которая как будто горячими иголками тебя пронизывают. Как будто колют горячими иголками. Мариночка, ничего не слышу. О, да. Marina said, how all these people who made all these provings, they could suffer from all these kinds of pains. Yeah, they dedicated their lives. Many people dedicated their lives for this research. Нужно знать, чтобы составить эту материю медику, много людей положили свои жизни, потому что это были здоровые люди, которые испытывали на себе все эти препараты и терпели все эти боли. For the welfare of humanity, во благо человечества они посвятили этому свою жизнь, они отдали свои жизни для блага человечества. Because during proving, in some people, some of the conditions were persisted throughout the life. Потому что когда они делали проверки этих препаратов, у некоторых людей эти симптомы они оставались уже на всю жизнь потом. Hanuman himself, at the end of his life, during the end of his life, he has blood motions. И сам Ганиман в конце своей жизни он страдал неукротимыми поносами и собственно, от них и умер. Then his daughter asked him, "Oh, you have done so much to the people. Then why God has given this to you?" И когда он умирал, его дочь у изголовья его сидела у изголовья его постели и жаловалась, говорила, что ты сделал столько для человечества, ты так помог человечеству, как Господь мог допустить такие страдания? Then he said, "This body was given by Him only, so that we can do such things." И Ганиман на это сказал, что Господь дал нам тело, и это тело принадлежит Господу, и для работы Бога я использовал это тело. He is so graceful. Спасибо. Я хочу горячую. И он был так благодарен.
he is so graceful that he gave this frame and he enabled us to serve so many people. To serve so many people. Да, и He он, enabled. да, и он сказал, я могу испытывать только благодарность Господу за то, что Он дал мне возможность послужить такому количеству людей. Ну, в смысле. So he is such a saintly person. That's why this Но great science Ганиман был святым человеком. this great science descended on earth through him because he is so saint. И именно благодаря его святости вот этот вот, ну вот это вот огромное, ну прекрасное знание, оно было послано именно через него. So we progress our study to mentals. И, значит, дальше мы идем к ментальным симптомам аписа. So always he is sad, Он всегда грустен. no happiness in anything. У него не испытывает счастья ни из-за чего. For example, he has his own house, he has furniture, he has money, Например, у него есть квартира, хорошая мебель, у него есть деньги, he has good family, у него отличная семья, but still he is sad. но он, тем не менее, грустен. He is not interested in doing anything. Ему не интересно ничем заниматься. They also have no good opinion on anybody. Также у него не будет, он никогда не будет высказывать какого-то позитивного мнения ни о чем. Like Nakswamika. Точно так же, как Нуксвомика. During talking, he suddenly cries А когда он будет разговаривать, он неожиданно заплачет. and he don't know why he is crying. И не сможет объяснить, от чего он плачет, потому что он сам не будет знать, почему он заплакал. Impulsively he is crying. Impulse. У него просто будет такой импульс, и он заплачет. Импульсивно заплачет. He is much anxious, Он restless. Он чувствует себя беспокойным, не находящим в себе места. He will not complete any work and he will not let others to complete any work. He will not Completed and he will not let others to complete their work also. ага, он не только сам не будет заканчивать работу, он также другим не будет давать заканчивать их работу. For example, Например, if I say Gopal to bring something, я скажу: Гопал, принеси, пожалуйста, что-то. then I say a list of 10 items to him. A list of 10 items. Suppose I say a list. Например, я ему говорю: принеси мне, пожалуйста, вот этих 10 предметов, и даю ему список. Then if he is ready to go, then I call him. Do you know where you get this? You have to go to the some place for this thing, some other place to the second thing. I will go on explaining him. И когда Гопал уже у двери находится, чтобы пойти принести эти 10 вещей, он снова его зовет: иди, говорит, сюда. И посылает его как бы куда-то в другое место, дает ему еще какие-то распоряжения, и не дает ему сделать то, что попросил сделать. And then I ask him to go. А потом я говорю: ну теперь иди. When he goes to the next floor, then suddenly I call him again. И когда, значит, я говорю: ну теперь иди. And I ask, И он идет, и уже на следующий этаж спустился. Я иду и снова его зову. Then I ask him, do you remember all the things or not? Please tell me. Я его снова окликну и скажу: иди сюда. Ты вообще помнишь, что я тебе сказал? Давай, повтори-ка. Then I get something in my mind because it is restless and wavering. Then I say, oh, you may get this thing here also. If it is not found there, then I go and I explain again. Then I will send him again. И тогда я вспомню, что вот эту вещь, которую я его попросила откуда-то принести, ее можно и здесь найти. Я говорю: подожди, иди сюда. Again, I call him and say something. И потом опять я буду звать его и что-нибудь еще буду говорить ему. So I will waste my time and his time also. И чем я буду заниматься при этом? Я буду тратить свое время и его время, и никакого... Then at the end I am not happy. I say, I have given you the task, you cannot do it. It is so much of time. It was already 1.5 hours, you did not complete it.
А в конце в конце пациент Апис будет очень несчастлив, будет обвинять этого своего помощника Гопала и будет говорить, ничего тебе поручить нельзя, ничего ты так и не сделал, работа наша с места не сдвинулась. He is so full. He does not let others to complete their work also. Поэтому он и другим не будет давать закончить никакую работу. Because of this irritation, he creates he is always quarrelsome. Из-за этого постоянного раздражения внутреннего он очень склонен к ссорам. Every day he creates some or other situation and he likes to quarrel with somebody else. Он каждый день с кем-нибудь поссорится. Because he want to expel all his irritation out. И происходит это из-за того, что его внутри что-то грызет все время, и ему хочется это раздражение выплеснуть на кого-нибудь. Suppose when I am giving an explanation, например, когда я вам объясняю вот что-то if somebody sneezes or yawns, если кто-нибудь зевнет или кто-нибудь чихнет, then at once I will be most desperate and I say, what is the use of telling all of you? It is useless. Тогда я брошу свою тетрадку на стол и скажу, какой смысл вам все это объяснять? I am taking much struggle to prepare all these things, but you are most careless. You do not care for my work. Я столько готовился для того, чтобы дать вам эту лекцию, а вам наплевать, вы даже не слушаете толк. In Nakswamika he quarrels and goes away and he will not talk. In Abyss he goes on quarreling for much time. Но Ксвомика, например, она никогда не станет вот так вот ругаться. Она скажет что-нибудь ядовитое и убежит. Ну, в смысле, выйдет гордо. А Апис будет ругаться и ругаться, ругаться и ругаться. Nakswamika has repentance. After scolding, after some time he realizes, oh, I behave like so much foolish and I go back and he repents. Но Ксвомика после того, как что-нибудь такое неправильное сделает, неправильно скажет, через какое-то время она чувствует угрызение совести и думает, ой, зачем я это сказала, вообще все не так сделала там. During delirium it is very peculiar in Apis. А у Аписа это не происходит. А когда бред у Аписа... No, repentance, you translated correctly. Repentance is in Nakswamika. Repentance is in Nakswamika. Repentance in Nakswamika. Apis is not, does not happen. I said. Yes. Then in Apis, during delirium, а у Аписа, значит, когда у него бред, he will be very critical. He asks for something. Он попросит вас что-нибудь. When brought to him, he denies it. А когда вы ему что-то принесете, он скажет, что это, кто просил, зачем мне это. So, if he is here, he asks for bread. If you say bread is not available, so many things are available, then he is critical. I want bread only, I want to eat bread only. Или, например, он попросит у вас хлеб. А вы ему скажете, ну вот хлеба сейчас нет, есть вот там то-то, есть то-то, я могу дать тебе то, я могу дать тебе то. Тогда пациент опять скажет, нет, мне ничего не нужно, мне нужен только хлеб. And then you send somebody and brought bread to him. Then he says, no, now I do not want it. И тогда вы кого-то посылаете, там, с каким-то трудом достаете этот хлеб, приносите ему. Он говорит, мне это не нужно. Как в анекдоте. So this kind of behavior we see in Apis. Такого рода поведение свойственно Апису. И также другим. So to pregnant woman it will be because usually they behave like this. Yes. I want this, I want that. I want this, I want that. Don't want. Chamomilla. Также, значит, похожим образом ведут себя Камомила, сына, Апис,
анакардиум. Бриония. This we see prominently. Bryonia, if he knows something is not available, then he asks for this. И теперь мы будем сравнивать. Значит, бриония, если что-то хочет. Yes. He will ask if he knows that you don't have this. Because if you are here, if you are in delirious state, you know you have something in your home, in your country. It is not possible to bring here. Then you ask for it on. No, I want that on. Значит, бриония, Not possible. да, бриония, она будет просить у вас именно то, чего вы точно не сможете ему дать. Here, in anacardium, cinna and chamomilla, И у анакардиума и у камомилы и цины they make this just to suffer others, just to make others suffer. Значит, анакардиум, цина и камомила будут делать что-то, чтобы только других заставить пострадать. Yeah, in chamomilla, if the other person is sitting in peace, he cannot see. He will do something. Камомила, например, если она увидит, что ты сидишь и читаешь спокойно, то она будет делать все для того, чтобы тебя отвлечь от этого чтения. То есть камомила, цина и анакардиум, они будут делать все, чтобы тебе, ну, чтобы заставить тебя страдать. So coming to Apis, he creates such a situations, and he want to throw off all his irritation, and he always quarrels at that time. Именно анакардиум, цина и камомила. In Apis, we came back to Apis. Yes. Now it is Apis. Yes. Значит, Апис, он будет пытаться выплеснуть свое раздражение, потому что у него очень сильное раздражение внутри. Он будет искать повода для ссоры, для того, чтобы вылить свое раздражение на тебя. They have no belief. That means does it mean that anacardium, cinna, and chamomilla they are satisfied when you explode and start shouting? They satisfied by seeing that others are suffering. If they make others suffer, they feel happy. Ну да, анакардиум, цина и камомила, они чувствуют удовлетворение, когда видят, что другие страдают. А Апис чувствует удовлетворение, когда у него возникает возможность вылить свое раздражение, с кем-нибудь полаяться. Generally in society, when we see those people, we hate them. But in homeopathy, we know them as patients. Обычно, когда такие типажи нам случаются встретить в жизни, мы испытываем к ним плохие чувства. Там, сейчас, иногда даже ненавидим их. Но если вы смотрите с гомеопатической, если вы гомеопат, то вы будете смотреть на все это просто как на случай, ну, как на болезни. Вы будете понимать, что это болезнь. And Bryonia, in other words, Bryonia wants to, the others to have чувство вины, feeling of guilty, to feel guilty, yes? No. Bryonia. Because they are asking something which is unavailable. It is in Bryonia, it is not intentional. It is just when he is in delirium, he just asks for that. In chamomilla, anacardium, they are critical nature. So Bryonia only in delirium, and the others in normal life. Yeah, yes? Apis. Да, значит, я просто уточнила, чтобы понять, Бриония, вот то, что мы говорили, что он будет просить чего-нибудь невозможного. Например, здесь будет просить обязательно там ржаного хлеба, например, или селедки. Вот. И это он будет делать только когда он находится в бреду. Только когда находится в бреду. А первые 4 это не про бред. So in delirium, we can observe the differentiations also. In arnica, he is also having delirium. In arnica, ага. Раз уж мы заговорили про бред, мы должны делать развлечения, у кого какой
ну, как бред проявляется. Например, у арники, у пациента арники тоже может случиться бред. When he is in delirium, когда он находится в бреду, then he is semi-conscious. If you wake him up and you ask some question, he says correct answer and he falls again into unconscious state. Арника, она такая, значит, она находится в таком полубредовом состоянии. Если вы ее растрясете и зададите какой-то вопрос, то она вам даст правильный ответ и немедленно опять впадет в полузабытье. Чего? Ну да. In delirium, when they have some crisis, very bad state. Their consciousness is not full. Ну да, не в полном сознании, в полубессознательном состоянии. Да, во время кризиса. Это не значит, что они все время такие. During fever, sometimes you see with this intense weakness. Когда сильная температура высокая, когда очень сильная слабость, человек, он в полубредовом состоянии. They are not fully aware of the environment. Он не полностью осознает то, что происходит. In those conditions, в этом состоянии. When you wake up this and ask question, he answers correctly and goes into. Вот арника тогда будет вести себя так, что если ты его все-таки растрясешь и задашь ему вопрос, то арника ответит правильно и опять пойдет в полузабытье. In Bryonia delirium, he always wants to go home. А Брионию мы уже говорили, что он в этом полубессознательном состоянии все время будет проситься домой. He always cries, please take me to home. I want to go home. Все время будет плакать и говорит, пожалуйста, домой меня возьмите, заберите меня домой, даже если он дома находится. He is at home and on his own bed. Still he asks. Даже если он будет находиться в своей собственной кровати дома, он все равно будет в таком состоянии проситься домой. To ask anything, he says, I want to go home. Будет говорить, я хочу домой. If you see that, you are absolutely, you know that he is Bryonia patient. Каждый, кто просится домой в состоянии бреда, вы сразу будете понимать, что это пациент Брионии. In Baptisia, he is also having delirium. Баптиция, я не знаю, кто такая. Here, during delirium, he makes some movements. Баптиция, они во время бреда будут делать всякие движения руками. He feels that his body parts are separated and thrown off in different directions, so he want to collect them. So he do some movements. Они будут постоянно совершать какие-то движения руками, там, конечностями, потому что у них будет ощущение, что все их члены отделены от тела и разбросаны где ни попадя. И им все время хочется собрать это все снова, прикрепить к телу. Ой, ужас. Свят. Баптиция такая. Agaricus. In Agaricus. Agaricus. Агарикус. Агарикус. He lost the ability to judge the distance and the size and the distance of the objects. У агарикуса нарушается чувство расстояния. So if he has itching here, he scratches here. So if you ask what are you doing, I am getting itching here, he will say. Анекдот вспомнил. У агарикуса будет нарушено чувство расстояния. Поэтому если ему нужно почесать руку, например, он будет тянуться сюда куда-нибудь и почесывать одеяло. Если ты его спросишь, что ты делаешь, он скажет, рука чешется. Because his brain and sensations are not working properly. Так происходит, потому что его мозги неправильно работают. Ну, в этот момент, в момент там, высокой температуры. So, coming back to Apis.